Hey, what's up? Сегодня мы научимся делать передвижение для платформера. Результат сегодняшней работы вы видите на экране. Сначала нам нужно поместить на игрока RigidBody 2D. После добавить Box Collider 2D. Теперь создаем скрипт C#, называем его PlayController и переходим в Visual Studio. Код я заранее заготовил, поскольку достаточно объемный код, и мы его разобьем на 3 части. Сначала мы научимся делать передвижение влево-вправо, потом мы научимся делать прыжок, после чего мы научимся делать scale, и мы научимся делать так, чтобы наш игрок не застревал в углах объектов. У меня здесь подписано, какие перемены отвечают за какие механики в игре. Float Speed хранит информацию о скорости передвижения. Move Input отвечает за нажатие клавиш. RB по стандарту отвечает за RigidBody. В старт пишем RB равно getComponent RigidBody 2D. В своем скрипте я использую вместо update fixed update, чтобы наша картинка полностью отображала наше передвижение. В начале fixed update мы пишем getComponent RigidBody constants RigidBody constants 2D free rotation. Это необходимо для того, чтобы наш персонаж не вращался как бешеный. Move Input равно input.getKeyExit horizontal. Это стандартный метод движка, отвечающий за передвижение. RB Velocity равно nef_vector2 в скобках move input умноженный на speed rigid RB Velocity.y. Move input хранит информацию о нашем передвижении, нажали ли мы клавишу или нет. Speed отвечает за скорость, с которой мы будем двигаться. RB Velocity.y отвечает за то, чтобы наш y никак не изменялся. Теперь зайдем в движок, перекинем скрипт на персонажа и запустим нашу игру. Как вы видите, мы можем теперь передвигаться влево-вправо, но мы не можем пока что прыгать. Теперь давайте вернемся обратно в код и будем исправлять это недоразумение. Float Jump Force – высота прыжка. Bool is ground – проверка нахождения игрока на земле. Transform Ground Check. Ground Check – это объект, который будет проверять, находимся ли мы на земле, и возвращать эти данные в isGround. Check Ground – на каком расстоянии игрок находится от земли. What is ground – это то, что мы считаем за землю. То есть тот слой, на котором находятся игровые объекты с землей. Extra Jump – это количество прыжков, которые игрок может делать здесь и сейчас. Extra Jump Value – это то количество прыжков, которые у него восстанавливаются после приземления на землю. Я сделал это переменными, в которых можно изменять значение, поскольку игры бывают разные. В одной игре нужно 2 прыжка сделать в воздухе, в другой 1, в другой вообще не нужно в прыжке делать в воздухе, нужно просто от земли сделать прыжок 1. И ситуации бывают абсолютно разные, поэтому я оставил эти переменные открытыми. Void Start пишем Extra Jump равно Extra Jump Value. Поскольку это сделано для упрощения, чтобы нам не вбивать каждый раз, когда начинается игра, новое значение. Fixed Update пишем isGrounded physics2d.overlay circle в скобках ground check.position check radius what is ground. Тут дословно написано то, что игровой объект ground check проверяет в радиусе check radius, если игровой объект, находящийся на слое, в котором мы указали в what is ground. И если он находится, то isGround равно true. Тут дословно написано, что если мы находимся на земле, то extra jump восстанавливается и пополняется за счет extra jump value. То есть в extra jump value сохранится ячейка информации о том, какое количество прыжков мы можем сделать в максимуме. И extra jump – это количество прыжков, которые мы можем сделать здесь и сейчас. И оно всегда восстанавливается ровно в тот момент, когда мы касаемся земли. Дальше у нас при нажатии Space, и если extra jump, то есть количество прыжков, которые мы можем сделать здесь и сейчас, больше 0, то RigidBody Velocity, сможем ли мы прыгнуть в воздухе, и прыгаем ли мы, если нам не надо прыгать в воздухе, нам надо прыгать только из земли. Теперь вернемся в движок. Настроим наше значение. Вы настраиваете так, как у вас. Я здесь поколдую свои значения, поскольку это надо смотреть от проекта к проекту. И запускаем нашу игру. Вот мы можем ходить, можем двигаться, и в целом можно уже играть, но есть одно маленькое и бесящее но. Наш персонаж не поворачивается. И теперь давайте от этого избавимся и сделаем также так, чтобы наш персонаж не застревал в углах, что тоже мешает игровому процессу. Заходим в скрипт и пишем private bool facing range true. Это необходимо для того, чтобы мы могли определять, повернут ли наш игрок вправо или влево. Ниже fixed update пишем private void rotation
facing range не равно facing range. Вектор 3 scalar равно transform.localScale. Scale.x умножим на равно минус 1. Transform.localScale равно scalar. Сейчас объясняю, что это значит. Метод rotation будет отвечать за scale нашего игрока в сторону, в которую он повернут. Facing range не равно facing range означает то, что как только будет вызываться метод rotation, facing range будет присваиваться ровно противоположное значение от начального. В векторе 3 scalar мы создаем ячейку памяти, в котором мы присваиваем transform local scale. То есть мы говорим, что scalar отвечает за transform local scale. И в scalar мы в этом значении scalar, потому что там хранится информация о x, y, z, мы изменяем x вместо, например, единицы на минус единицу. Почему умножаем равно минус единица? Потому что по формуле, когда мы умножаем минус единицу, получаем единицу. Когда мы умножаем единицу на минус 1, мы получаем минус 1. То есть неважно в каком значении, мы в любом случае получаем либо плюс, либо минус. Либо true, либо false. Тем самым мы получаем значение либо мы по минус x, либо мы в плюс x. И transform local scale равно scalar. То есть мы возвращаем в transform local scale то значение, которое мы засейвили в скейлере. То есть присвоили ему изменение по x. И потом мы это возвращаем в движок к нашему персонажу и изменяется его скейлер. Вызываем же метод rotation мы в этом скрипте. Пишем if facing range должен быть false и move input должно быть больше единиц. Тогда мы вызываем rotation. Когда facing range равно true, то есть мы повернуты вправо, и move input меньше 0, то rotation снова вызывается. Объясняю, что это значит. В первой части скрипта, если мы повернуты влево и наша скорость больше 0, то есть наша скорость единица, значит мы начали бежать вправо, но мы повернуты влево, значит там надо провести rotation. Если мы во второй части скрипта повернуты вправо, но начали движение по минусу, то есть движение влево, значит мы снова вызываем rotation, и наш персонаж скейлится по своему значению. Это необходимо именно для этого. Теперь мы снова сейвим наш скрипт, то есть Ctrl-S, и возвращаемся в наш движок Unity. И нам осталось единственное решить проблему с углами. Давайте зайдем в Asset и нажмем на правую кнопку мыши, выберем Create и выбираем Physics Material 2D. Можем не переименовывать файл. Теперь нам нужно зайти в этот материал и сменить значение на 0. Потом перекидываем этот материал в персонажа, то есть Player, Inspector, Rigid Body 2D, Material. Все, теперь наш персонаж не застревает в углах и может спокойно скейлиться, то есть поворачиваться вправо-влево. Давайте запустим нашу игру и проверим, так ли это. Все прекрасно работает, мы можем ходить, можем прыгать, все у нас теперь работает, вы можете этот скрипт переписать и перенести в свой проект. Я надеюсь, данный видеоурок был вам полезен. Я вас очень прошу, поставьте колокольчик, подпишитесь, поставьте лайк. Всем удачи, всем пока.